Добрый день, дорогие друзья! Доброго времени суток, как сегодня принято говорить на просторах интернета. Рядом со мной находится человек, который является нашим национальным достоянием России. Уже даже в музеях целые отделы посвящены его творческой деятельности, общественной деятельности, биографии. Это народный артист Российской Федерации Эмин Бабаев. Добрый день, Эмин. Добрый. Сегодня мы записали очередную программу на Радио ВОС, которая называется «Звездная гостиная». Вы знаете, так звезды совпали, что вот Эмин — это тот человек, который воплощает в себе и продолжает нести все лучшее, что было в СССР. Это любовь к родине, это патриотизм, и это все-таки вера в торжество любви, справедливости. И сегодня вот много он рассказал интересного, но, Эмин, я хочу тебя спросить, вот, что ты озвучил, мне понравилось сегодня, я просто об этом не знал. Когда такие люди начинают говорить о национальной идее, то это уже значит серьезно. Скажи, кто сказал недавно национальной идее? Это председатель Следственного комитета России. Он сказал, что в нашей стране должна присутствовать национальная идея. Это единственная правильная дорога. Ну, это, как бы сказать, вообще давно нужно было сказать. И говорили многие, но когда Следственный комитет об этом говорит, то это уже серьезно. Что удивляетесь? Бастрыкин вообще очень пророссийский человек, мы занимается наведением порядка. Я надеюсь, что дальше пойдет наведение порядка, потому что мы говорим, когда о суверенитете нашей Родины, да, о ее границах, да, слава Богу, что все у нас в этом смысле пока в порядке, слава Богу, так и будет дальше. Но то, что касается интернет-пространства, вот этого беспредела, который учит наших детей, который распространяет каждый дурак, извини за выражение, каждый дурак может себя считать, значит, великим и, как это сказано, лжепророком. То есть, что он там не молол бы, кто-то найдется аудитория, кто поддержит, и начинают они хаять нашу великую страну, нашего президента. Вот этих всех нужно брать под одну гребенку и куда-то выгребать, прям в выгребную яму из интернета и из нашей страны. Ты согласен с этим? Трудно не согласиться, но надо отделять всегда котлеты от мух, Это понятно. зерна от плевел. Но, к сожалению, у нас очень много либералов вокруг, которые тавдычат совсем другое, которые занимаются саботажем. У нас столько чиновников, что дальше некуда. У нас генералов больше, чем в советское время. Да? Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас, мы с вами это затронули, сейчас рождается новая элита. Настоящая элита великой страны. Приедут эти сыновья, которые сейчас подвергаются неимоверным, я не знаю, они постоянно под прицелом. Рискуют жизнью, да. Но самое главное, что наш президент чуть-чуть опередил, чтобы не было ошибки начала Второй мировой, Великой Отечественной войны. Да, потому когда что на он не сделал этого. Он сделал так, что сейчас идет как бы от обороны, от нашей границы, с тем, что продвижение на нашей территории. Я хочу сказать тем, кто нас смотрит, что Эмин Бабаев — это тот человек, который записал более
где-то около 500 песен. Вот если, я говорил уже сегодня на программе, если посчитать до 500, это займет очень много времени. А этот человек каждую песню вкладывает свою душу. И вот мы с ним переписываемся. Мне посчастливилось с тобой, Эмин, быть знакомым и уже второй раз общаться лично. Но мы переписываемся периодически. Вот то, что прислал песню, которую написал Максим Фадеев, ты ее перепел, которая сегодня нужна, во все времена нужна будет и нужна нам сейчас. И ты ее перепел по-своему и очень блестяще. Она, вот кто-то потом послушает программу, эта песня просто потрясающая. Она, в ней сказано о всех правильных вещах, которые мы должны сами помнить и передавать своим детям, своим потомкам. Но это прекрасный сплав композитора и поэта. И очень она актуальна, и будет во все времена актуальна эта песня. Потому что воспитывать надо детей. Начинать с малых лет. Вот как в школе воспитали, так и будет. Как меня воспитала среда в Москонцерте. Людей, ну, рядом Зыкина, рядом Кобзон, рядом Махмуд, рядом на концертах, начинал концерт Эмиль Гиллельс, выходил Васильев со своей партнершей Максимовой, танцевал. И я стоял, я закрывал очень часто концерт, и я стоял и смотрел на это все, я это впитывал. Это получилась школа. И вот с этой школой я сейчас работаю. А если нету школы, если есть только вот о том, о чем мы говорили, фейк, и я на этом фейке наслушался и начинаю показывать свой ум. Еще великий Грибоедов сказал, что горе все от ума. В ум надо вкладывать что-то. Я все время говорю именно о том, что вот образование само по себе, да, самое великолепное, блестящее образование, можно получить много магистратур, но если ты не обладаешь разумом, то знания тебе не помогут. Потому что мы часто видим эрудированных людей, которые несут, извини за выражение, чушь какую-то, понимаешь? Нет национальной идеи. Да, потому что они не знают цели, они не знают единой цели. И вот ты сегодня правильно сказал, что людям, которые единомышленники, нужно объединяться и вот эту идею. Такие люди, как Яна Поплавская, Шукшина, прекрасный актер Михайлов. Да. Мы говорили про Бурляева. Ну, люди, которые чаяния страны, их не минуют, их трогает это все. Это должно быть в каждом из артистов. А сейчас что? Шоу-бизнес — это не культура, это не артисты. Это люди, в край угла у которых стоит только деньги. Только деньги. Ну, ключевое слово бизнес, деньги. Бизнес, да, и шоу. Деньги, а шоу да, сейчас, что эти политики, которые днюют и ночуют в этих студиях, одни и те же. И говорят, вы обратите внимание, как они спокойно говорили про СВО, многие из них. И когда начался конфликт на Ближнем Востоке, как это их затронуло, они же покраснели. Они говорили как про свое что-то родное. Когда говорили про Россию-то, вы что-то так даже с юмором. Да. Ничего. Новая элита поправит многое. И мне верится в то, что у нас президент все-таки начнет более серьезную какую-то чистку в рядах и депутатов, руководителей и так далее. Потому что не доходит часто вот до народа указы, приказы президента. Да. Я говорил про саботаж. Да. Прямой саботаж. Наш президент очень мудрый. Я говорю это искренне. И он знает, когда все начать и когда все сделать. Сейчас очень сложное время. Потому что его воспитала очень хорошая система из СССР. Я вам скажу, что эти Чубайсы, Шумейки, Козыревы тоже все вышли, даже более того, из КПСС. Ну, это люди, которые меркантильные. Это всегда есть бомбы замедленного действия. Сейчас
в нашей стране бомба замедленного действия – это миграция в размере 13 миллионов человек. Если бы началось все на нашей территории, то вы не представляете, что могло бы быть за спиной нашей. Конечно. Но наша земля святая. Если мы будем жить с Богом в сердце, неважно какой ты конфессии, российские конфессии, они всегда уживались мирно, с большим... Вот сегодня мы с тобой говорили, пример, Да. Дагестан, многонациональная республика, там около 50 Так вот, народов. почему? Хорошо, а у меня вопрос. Почему в Чечне нету происков? Потому что там монолитные. А потому что там национальная идея присутствует. Моногосударство. Да. Нет. А в Дагестане многонациональная. Да, да. Вот они и знают, куда ведь свой яд. Ну да. Да. Но сколько бы веревочки не виться, а конец будет. Это обязательно. Россия была, есть и будет на протяжении тысячелетий. Сейчас у меня в работе новая песня, называется «Русский солдат». Написал ее мой друг, прекрасный композитор Алексей Глаголев. И там есть: сколько бы ни лезли век за веком к нам, он будет стоять. Русский солдат. И какие бы действия не было со стороны друзей болгар по сносу памятника Алёше, да? Все равно наш русский солдат будет всегда праздновать победу. Но хотелось бы, чтобы после победы мы искоренили бы и главный корень зла. Я еще хочу сказать, что ты продолжаешь на протяжении многих лет свою миссионерскую деятельность на территории нашей страны, да и за ее пределами. Порой в убыток, в ущерб себе ты даешь концерты, которые не приносят прибыль. Ты не занимаешься этим шоу-бизнесом, да? Тебе лишь бы окупить, как говорится, зал, да? И ты даришь свое искусство, и на твои концерты приходит и молодежь. Самое главное, что когда они сталкиваются с подлинной песней, с подлинным артистом, народным, подчеркну, артистом, и народным не только по званию, да, а народным по духу, что самое главное. И удивительно, дорогие друзья, что Эмин, который родился в Москве, он коренной москвич, прошел, значит, получил высшее музыкальное образование, значит, в Азербайджане, перенял лучшую, наверное, вокальную школу на тот момент у Рашида Бейбутова. Да. Бейбутова, да. И сталкиваясь с такими артистами, так же, как вот мы уже говорили, да, сегодня в передаче ты пел песни Муслима Магомаева, это же на самом деле песни, которые должны звучать и в разных исполнениях, но Эмин это поет так, как это должно звучать. И вот пока будет существовать наша Родина, пока будут существовать люди, которые способны понимать истинные, подлинные человеческие ценности, твой голос, твои песни, они обязательно будут звучать. Сегодня тебе перекрыли воздух на, значит, телевидении, на радио, но спасибо. Понимаешь, Виктор, извини, перебью. В последнее время какие-то были подвижки, но туда меня приглашали. Ты сам не хочешь идти, да? Ну для чего? Для того, что я там, Эмин, я певец. Я уже не общественный деятель, у меня нет трибуны. Но если я пришел как певец, я начну петь, а какой-то баянист шальной выскочит и будет мне аккомпанировать. Ну да. Я в образе. Там ярмарка, понимаешь, какая-то, как это называется, как ярмарочные шуты. Ну, ярмарочные шуты тоже были востребованы. Но их слишком много и так, чтобы народный артист уподоблялся им, понимаешь? Поэтому я отказался. Формат передач, вот эти шоу, вот эти копания в грязном белье, когда приглашают артист,
Он должен нести высоко, нести имя артиста, культуры. И вдруг он приходит, я то сделал, я то так. Вот Вот сейчас его жена, ой, да, выступит, вот актриса театра Маяковского, значит... Ой, не будем называть имена, не будем нет, тратить я просто время. хочу сказать, нет, это не тратить Да. время. Прекрасная женщина, актриса театра Маяковского, Любовь Руденко, она служит в театре Маяковского, также она снималась в очень многих фильмах, она никогда с режиссерами не шла на компромисс. И предлагали огромные деньги для съемки в сериалах, она сказала, я не буду себя позорить, я не буду позорить свою семью и свою страну. То есть там, где какие-то пошлости. И вот пока есть такие люди, пока есть такие женщины, понимаешь, она не ради денег, она ради искусства. И она уже сколько лет служит, вот она, Путин тоже, значит, ее, как это называется, поблагодарил за... Отметил, да, ее труд многолетний в театре Маяковского и ее роли в кинофильмах, да, огромное количество ролей. Так вот, понимаешь, они не идут за длинным рублем. Она говорит, я не понимаю тех женщин, которые это вот все должна делают. быть площадка, на которой такие люди бы общались. Я повторяю, нету общения, нету дружбы, нету сплочения. Только в сплочении наша победа. А так, один одно говорит, другой другое говорит. Я недоволен. Я тоже многим недоволен. Да. Но для того, чтобы стать довольным, надо что-то делать. Я нашел свою стезю. Я считаю, что я буду нести те ценности, которые действительно для меня представляют добро, веру, надежду, любовь. Но нельзя все время пребывать в надежде и вере. Да, я пребываю в любви. Может быть, это приблизит и веру. Ну, действие все равно, действие нужно. И ты много действуешь, потому что даже в пандемию ты занимался... В одиночку очень сложно. Да. В пандемии я подготовил сольную программу. Я подготовил программу к столетию, Бабаджаняна, сольную программу, вторую. Третью я подготовил к великому поколению победителей. Это нашим отцам и дедам, героям Великой Отечественной войны. И четвертую программу я подготовил памяти прекрасного поэта-песенника Онегина Гаджикасимова. И это вот пока люди, значит, страдали, пока люди охали-ахали, это пока люди ходили, да. Виктор, пока люди ходили с намордниками, которые заставили нас одеть. Ну, я не знаю, мы что, гриппом не болели, что ли? Да. Поэтому вот я хотел, во-первых, поблагодарить тебя за то, что ты сегодня нашел время и приехал. Вот. Хочу пожелать творческого долголетия, исполнения всех желаний, чтобы те люди, с которыми ты в принципе общаешься, ты же вот на закрытых концертах, ты же там, где какие-то властимущие, да, ну, говори ты им правду о том, что есть на самом деле, о том, что нужно действительно чистить ряды вот этих бездельников, которые множатся. Виктор, я хочу сказать, что с теми людьми из власти имущих, тех немногих людей, которые тянут это в правильном направлении, их очень мало. Да. Вот с ними я общаюсь, а с остальными я как-то стараюсь, я очень независимый. И для меня тот постулат, что сказал великий поэт Востока, ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше ешь один, чем вместе с кем попало. Да. Я очень много даю отказов, потому что я с незнакомыми людьми не работаю. Я работаю только сольный концерт. Да, сейчас я буду участвовать в сборных концертах, посвященных 50-летию начала строительства БАМа. Вот она, государственная идея была какая. Вот какие были люди. Великая стройка, да? Великая. И великие люди. Эмин Бабаев является почетным гражданином этой стройки. Это для меня большая честь. Большая честь. И эта дружба бамовцев для меня. Я должен сказать, что
я написал даже гимн, посвященный этому юбилею. И там я выступаю и как композитор, и как поэт, но песня удалась. Знаешь, это точно. Я уже ее проверил, и она прошла на должном уровне. Ну и слава Богу. Вот я хочу, чтобы ты оставался таким же, как ты здесь и сейчас, творческого долголетия тебе и успехов, и чтобы все успел реализовать, что хочешь. Потому что, как говорят, делай, что можешь, и будет то, что будет. Да? Нет. И будет обязательно, Обязательно как должно. будет, как должно, А да, должно да. на России. Наше дело правое, мы победим. Это безусловно. Вот так мое кредо. Ваше политическое кредо. Друзья, берите пример с лучших. Эмин Бабаев — это, еще раз подчеркну, национальное достояние России. Таких Дело в людей том, что, сегодня Виктор, я можно по благодарен пальцам вам. пересчитать, по пальцам. Вы тоже делаете хорошее дело, ездите с концертами по труднодоступным уголкам России, я должен сказать, согласитесь со мной. И мне приятно, что есть такие люди, что я прожил жизнь не напрасно, потому что когда дело продолжается, когда флаг, он висит, и его видно, ты понимаешь, что не зря ты когда-то нес этот флаг. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго. И вам спасибо.